меня подруга. Хрупкая, бледная девушка с длинными неопрятными волосами цвета светлой платины. Зовут ее Зоей. Уверена, любой, кто ее знает лично, мог принять мою подругу за живого мертвеца. Этакая девочка из японского ужастика. Но я-то знаю ее хорошо. Тем более все это чушь. Ну, я имею в виду всяких там зомби, ходячих мертвецов, оживших трупов. Это уже как-то поднадоело. Вам не кажется? Но Зоя считала иначе. Она искренне верила, что она мертва. Я даже ума не приложу, когда и как это началось. Может, сразу после аварии? Давайте немного проясним. Мы попали в жуткое ДТП, из которого нам чудом удалось выбраться живьем. У Джо было несколько несильных переломов, у меня сотрясение мозга, но Зои выбралась невредимой, ни царапинки. Может быть, виной всему посттравматический синдром? Вылезая из пылающего автомобиля без единой царапины, не мудрено и кукушкой поехать. Но она точно не была мертва. Я точно это знаю. Во-первых, у нее был пульс. Значит, сердце билось. Стабильная, здоровая температура тела. Она могла ходить, говорить, думать. Все признаки живого человека. И все равно этого недостаточно, чтобы убедить Зою в том, что она жива. Дело в том, что она никому об этом не говорила, кроме меня. Стоит признать, что кое-что нездоровое в ней все же происходило. Казалось, на нее всем было наплевать. Никто даже не удосужился поговорить с ней о ее чувствах после пережитого. Я всегда находила это странным, как будто она перестала существовать после аварии. Словно Зои, которую я знала, все-таки сгорела в той машине. «Я мертва», — сказала она однажды. «Я так и не выбралась из этого автомобиля. Все это нереально». Я не нашла, что возразить. Как бы вы поступили, услышав нечто подобное? Я слышала, что если психологическая травма укоренилась слишком глубоко, то уже сложно что-либо поделать. Вы не сможете сказать ничего такого, что могло бы исправить ситуацию. Она пристально смотрела на меня своими бездонными глазами с мрачным выражением лица. «Нет, нет!» — улыбнулась я. «Ты самая живая девушка на свете!» Я знала, что мои слова для нее ничего не значат. Может быть, она права? Хотя бы отчасти. Может быть, что-то в ней умерло в тот самый день? Ну, образно говоря. Как будто что-то внутри нее сломалось. Или вроде того. «Я в этом не уверена», — ответила она. Она сидела рядом, просто глядя на меня, как будто в тот момент я была единственным существующим человеком на земле. Люди медленно блуждали, бросая краткие озадаченные взгляды в нашу сторону. У них у всех было одинаковое мрачное выражение лица, образ застывшей грусти. «Да с чего ты взяла?» — воскликнула я. «Как ты можешь быть так в этом уверена?» Она вздохнула, нежно положив ладонь на красиво украшенный надгробный камень. К своему полному замешательству я поняла, что на нем было выгравировано мое имя. «Как ты можешь это объяснить?» — спросила она. «Тогда почему я тебя вижу?»